Всем привет на этом канале. Весна, все эти наркоманы уже повыезжали на улицу. И мой наркоманский девайс поломался. Так, и буду рассказывать, что сегодня поломалось, потому что очень интересный случай. Я уже этот интересный случай исправил, поэтому причину знаю. Буду вам рассказывать постепенно. Так, ну как вы знаете, бывает очень частенько, особенно после зимы. Заводишь мотоцикл, даешь газу чуть-чуть, и он тупо глохнет. То есть нет у него газу. Ну, такое бывает, если мотоцикл холодный, когда прогреется, это все уходит. На самом деле ничего страшного в этом нет. Это потому что плохо горит бензин на холодном двигателе, потому что от горящего топлива тепло отбирает очень быстренько холодные стенки цилиндра. Поэтому затухает рабочая смесь в цилиндре, и мотоцикл глохнет. Ну, то есть двигатель глохнет. Для этого есть подсос. Но если двигатель уже прогретый, и вот даете газу, а он глохнет, то это не исправность. Потому что нормальный двигатель, даете чуть-чуть газу, и он должен откликаться. Чуть-чуть даете, чуть-чуть. И он сразу откликается. А неисправный мотор, даете чуть-чуть газу, а он глохнет. Вот это был у меня такой случай. И еще один был случай у меня. Вернее, это один и тот же случай. Заводишь двигатель, он прогретый, даешь 4000 оборотов, удерживаешь ручку на месте, а обороты начинают плавать туда-сюда. В принципе, на холостых они тоже плавали. То есть стрелочка тахометра туда-сюда, туда-сюда плавает обороты. Соответственно, что? Какие подозрения на что? Первое. Если обороты плывут, это неравномерная подача топлива, значит карбюратор виноват или топливный фильтр. И вторая причина — зажигание не работает. То есть где-то перебои с зажиганием, тоже обороты тогда плывут. И вот начал я копать. И что это такое? Ну, как нетрудно догадаться, клапана. Вот этот Bajaj индийский. Производитель пишет отрегулировать клапана через 15 тысяч пробега. Вот я открыл, сейчас 12. Мотор глохнет. Вот. На газ нажимаешь, он глохнет. Как прогреется, все нормально. На холодную начинает глохнуть. Только газу добавил чуть-чуть, глохнет. И что? 12 тысяч. Выпускные зазор есть. Не проверял какой, но есть. Впускные зажаты в усмерть. Как он должен работать? Никак. Никак он не должен работать. Поэтому читайте инструкции. Вот. Там все правильно написано. Регулируйте через 15 тысяч. Вот. Но не в случае Баджаджа. В случае Баджаджа вот на 10 тысячах надо регулировать. 10 тысяч проехали, снимайте эту халабуду и регулируйте зажатый клапана в усмерть. Так, еще один подозреваемый — топливный фильтр. Ну, понятное дело, что если топливный фильтр забит, бензина не хватает, может немножко давиться. Номер топливного фильтра купил оригинальный. Хотя это, наверное, последний раз, когда я его купил, этот оригинальный фильтр, потому что он слишком дорого стоит, а можно его поменять на обычный. Просто тройничок в шланг надо вставить. Вот здесь у него 3 выхода, вернее, это выход, 2 входа. Один на бензин, а один просто для того, чтобы фильтр развоздушивался. Поэтому, если врезать в шланг тройничок, то можно ставить обычненькие дешевенькие фильтра китайские. Они будут работать не хуже, чем этот. Потому что этот стоит неоправданно дорого. Так, и сейчас надо определиться, кто из этих фильтров виноват. Ну, вернее, надо определиться, забит этот фильтр или не забит. Проверять будем на производительность. Сейчас мы через него будем пропускать бензин и засекать по времени, сколько бензина набегает. Для этого поочередно будем подключать их к баку и смотреть, за сколько набежит 0,75 бутылочка объемом 0,75 мл. И засекать время. Если этот фильтр забитый, то, соответственно, времени будет больше по наполнению. Потому что это абсолютно новый, можно сказать, эталонный фильтрик. Вот по нему и будем ориентироваться. Проверяем фильтр. Фильтр старый, вроде как коричневый. Так, открываем бензиновый краник и засекаем, за сколько времени забежит у нас 0,75 бутылочка. Секундомером замеряем. Вроде бежит струйка нормальная. Вот так вот покажу. Нельзя сказать, что он забит. В принципе, струйка бежит хорошая. Так, засекаем время. И что мы там будем иметь, сейчас увидим. Теперь я поменял фильтр на новый, то есть абсолютно новый фильтрик. Открываем краник и опять же засекаем время, за сколько у нас заполнится 0,75 бутылочка. И видим, что в принципе струйка приблизительно та же. Ну, время сейчас все покажет. Секундомер все нам покажет. Засекаем время и определяемся с тем, насколько у нас забит старый фильтр.
Случилось непоправимое. Как говорится, Рафик ни в чем не виноват. Вот тест показал, что этот фильтр абсолютно не забитый. Он по результату, по наполняемости показал даже результат немножко лучше на пару секунд, чем новый фильтр, новый эталонный. То есть он абсолютно не забит, он абсолютно рабочий. На него грешить нельзя. Это плохо, потому что я все-таки надеялся, что он забитый и все решится малой кровью. Но оказалось, что фильтрик не виноват. Надо искать другую причину. Блин, не повезло. Поставил я новый фильтр, хотя в этом не было никакой необходимости. В общем, книжка пишет менять этот фильтр через 15 тысяч. Но вот как показала практика, сейчас на одометре 13 тысяч и фильтр вполне себе чистый. То есть при 15 тысячах можно их и не менять. Хотя это, конечно, дело случая. Можно один раз на заправке хорошо заправиться и фильтр сразу забьется. Но в данном случае фильтр был абсолютно чистый. Так, Рафик ни в чем не виноват. Плохо. Так, значит, если пересчитать на литры, 13 тысяч пробега, вот этот фильтр отфильтровал 340-360 литров. Ну, не этот, а тот старенький. Вот этот вот фильтр отфильтровал 360 тысяч. Я думал, что он все-таки забит, потому что это немало. Но, как показала практика, ничего подобного. Да, он поменял немножко цвет, там все-таки какой-то налет есть в нем, но тем не менее бензин через него протекает очень хорошо. Так, Рафик ни в чем не виноват, будем искать дальше. Снял из свечи зажигания, как видите, на этом моторе две свечи одного типа, а центральная свеча, она отличается, она не такая. Так, проверил зазоры, зазоры были большие. Ну, в принципе, зазоры это небольшая беда. Немножко были больше, чем миллиметра. Должно быть по книжке 0,7-0,8. Поставил 0,8 на всех свечах. Так, и обязательно надо сейчас проверить катушку зажигания. Вот на эту центральную свечу, она там отдельно идет. Потому что если свеча была замкнута, то могла загореть катушка зажигания. Надо проверять, как работают катушки зажигания. Это, я думаю, последний штрих уже будет. Проверяем работу катушек зажигания. Подключили свечу и крутим двигатель стартером понемножку. Видно, искра есть, все хорошо. Тут на этом чуде две катушки зажигания, левая и правая. Левая это она на два провода, это на боковые свечи. А вот это, в ней один провод толстый, это на центральную свечу катушка. В общем, и ту проверили, все работает. Все свечи более-менее нормально. А вот центральная свеча, тут так расположена, попробуй, блин, достань. Ох, и нам морочиться надо, чтобы ее поставить на место. Как раз под рамой ни ключ не влезает, ничего. Вот. Ювелирная работа. Еле выкрутил центральную свечу. Зазор явно больше, чем миллиметр. По виду вроде как нормальная работала. Но самое интересное, что между электродами какое-то существо, похожее на паука. Вот что это такое? Вроде как паук. Как он туда залез? Кто его знает? Я так понимаю, целую зиму жил, а весной залез мне под электроды. В общем, свеча в таком виде, конечно же, работать не может, потому что он замкнул два электрода. Поэтому эта свеча, понятное дело, давала перебои. Вот у нас обороты, наверное, и плыли. Вот он такое бывает. Чудо случается чудесное. В жизни б не подумал, что так может быть. Паучара, зараза. А я из-за него пол мотоцикла разобрал. Пол мотоцикла. Из-за этого одного долбаного паучка. Или это не паучок, но вроде как на паучка похоже. Ну вот вам и бензиновый двигатель. Это вам не дизель. В дизеле такого бы не было. Такого даже произойти не могло. А это чудо чудесное. Чего только на белом свете не увидишь. Вот как оно так может быть? И вот после всех этих действий, а они заняли буквально целый день, все заработало, все стало хорошо, но потом стало опять не все хорошо. На это чуть попозже расскажу. Так, значит, фильтр я проверил. Старый фильтр был не хуже нового. В общем, не читайте книжек, вот этой инструкции по Баджаджу, которые дают. Вы их не читайте, потому что топливный фильтр ходит на этом двигателе, ну, явно больше, чем 15 тысяч километров. Клапана. Не думайте через 15 регулировать, регулируйте через 10 тысяч, потому что 15 это для них много, клапана были зажаты на этом двигателе. И свечи, надо проверять свечи. Зазоры у свечей ушли, зазоры надо было править. Ну и не работала центральная свеча. Кстати, в этом двигателе, чтобы выкрутить центральную свечу, надо снять бак. В общем, геморройное дело. Здесь 3 свечи на одну цилиндру. То есть на этом моторе стоит 3 свечи. Такая вот система баджаджевская, хитрожопая. И центральная свеча не работала. Это был, конечно, не паучок, я пошутил. Это была какая-то металлическая стружка. Откуда она там взялась, хрен его знает. Но она там была. И двигатель захандрил. И пока я все это делал, у меня еще перелил карбюратор. Потому что залипла игла карбюратора. И набежала бензину, полон мотор.
полон воздушный фильтр. И, соответственно, попал бензин в масло. Теперь масло надо менять. И после всего этого двигатель нормально работал. А после того, как, то есть на холодный все чудесно, все прекрасно. А как прогрелся, начались с ним проблемы. Значит, опять же, вопрос задаю, кто знает. Потому что я знаю, что за причина я уже, в принципе, устранил. А для вас будет загадочка. Так, после всего, что я сделал, все проверил, все отремонтировал. Все нормально работало, все чудесно, двигатель работал, отзывался хорошо, но когда он нагрелся, он начал долго сбрасывать обороты. То есть ручку газа опускаете, а обороты очень медленно опускаются, очень долго задерживает обороты. А потом, когда стоит на холостом ходу, обороты нормальные, со временем начинает падать, 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 и двигатель угасает, угасает и останавливается, то есть глохнет. И так постоянно. То есть это не единичный случай, это норма. Регулировка карбюратора, сразу скажу, качество топливной смеси не помогает. Винт был закручен полностью до упора, то есть зажат винт качества смеси. И двигатель при этом не заглох. Как работал, так и работает. То есть этот винт ничего не регулировал. Такие вот дела. Так что такая загадка. Кто угадает, почему так случилось? Вот эта штука, она сама по себе появилась, и сама по себе эта штука пропала. Кто угадает, что это было, напишите мне в комментариях, а я скажу, угадали или нет. Но сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень сильно намучился. Я этого лайка заслуживаю. И обязательно пишем комментарий в поддержку этого чудесного мотоцикла.